Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Виктория, что ты видишь? Ну, я слышу Штефани от сектора магии. И такие беспокойные энергии, как будто вот спешат что-то сделать, доделать и устремляются в сектор принятия решений и жертвоприношений. Ну, программы Мгм. жертвы, скажем так. Так, хорошо, Виктория. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. Ольга. 1, 2, 3. Так, ну я сначала это все расчистила. Угу. И вижу Ольгу, ее энергосфера какая-то очень тяжелая, прямо давит так вниз. И вот здесь, где с правой стороны, такое идет давление, очень сильная черная энергия. А, Угу. Там звучит это хилинг. И идет вот эта подключка, где я слышу Штефани. И что интересно, в глаза к Ольге от сектора магии и от сектора интерферентов с двух сторон такие огромные иглы, Угу. черные, прямо в глаза. Они сильно расширяются, то есть как бы выходит вот с таких пространств. И устремляются в глаза. Угу. Также вижу красное пятно. Вот здесь, там, где Ольга говорила. От него идет подключка красная, а потом как-то сразу чернеет Угу. интерферентов. И вот так раз, поворачивает и от интерферентов в сектор магии. Так, хорошо, Виктория. Отодвинь все эти ситуации. Мгм. Считай эфирная ДНК Ольги. Она ли это? Да, она. Угу. Проси у нее разрешения потрудиться с ней и для нее. Что интересно, она говорила что-то о яйце. Так, Угу. вот эта энергия считывается как оболочка. Она такая увесистая, тяжелая, как будто бы шар наполнен водой темной, и оно так утяжеляется к правой ноге. И именно в этой области я вижу, в этой оболочке открывается рот Угу. и говорит, ого, ничего себе, матом говорит ко мне. Так, я это отодвигаю, эту оболочку, это имеет отношение. Сейчас я приказываю проявиться тому, кто это говорит. Угу. Так, Виктория, Ольга дала разрешение? Сейчас, подожди. Угу, хорошо. Мне же нужно это приказать этому убраться. Кто это вместо нее говорит? Угу. Приказывай, кто это говорит, приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Кто это? Появляется в секторе магии. Слышу Штефани. Она как будто у нее костяные ноги, как будто она стоит на таких ходулях. И такой палкой тыкает в рот. Вот этот. Угу. И волна идет в сектор принятия решений. И там имеет отношение вот к этому порталу. И там я вижу картину такую. Ольга лежит. Угу. А, Медитация. Она вот так лежит, руки у нее черные, вот так скрещены.
Но это не ее руки, это программы, смерть. Считывается объятие смерти. Эти руки, они вот так как будто бы идут из сектора интерферентов. Она вот так висит в пространстве. Они отсюда идут, и так ее вот так, ам, как, ну, так и считывается объятие смерти. Так. Мгм. Так, Виктория, Штефани, приказываю замолчать. Всем программам прикажи замолчать. Да. Мгм. Еще раз спроси у Ольги разрешение потрудиться с ней и для нее. Я вижу, что она вот с этого так называемого черно-серого яйца выплывает вверх, оно Мгм. остается внизу, а, в- считывается за пределами сознания. Вот как будто underground, под землей, а она выходит вверх, сияет и с крыльями выходит, и у нее тянется черный шлейф от ног и что-то черное в руке. Мгм. Это связано с тета-хиллингом, с Хилинг. этими медитациями. Ам, Так, Виктория, разрешение спроси у Ольги потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Мгм. И когда она это сказала, то эти черные иглы вот так начали отодвигаться от нее. Мгм. И я вижу, что такую картину. Она вот лежит и как-то поворачивается, берет в секторе магии как будто какую-то энергию, как искорки такие, и на себя как воду брызгает, и лежит, и снова поворачивается, и берет трубочку в рот. Слышу, эта трубочка в сектор магии тянется. Сергей. Мгм. Слышу так, астральные путешествия по Междумирью. Она как бы считывается, что путешествует по программам. И Мгм. вот это яйцо, эта оболочка, это именно вот, это как говорит, вот слышу прямо так, набрала, то есть вобрала в себя, то есть принимает это как свое. Демонический дух считывается вот это. Оксана. Сознание Вельзевула. В секторе магии сейчас прозвучала китайская музыка. В Мгм. секторе магии. Вероятнее всего, что это ложь. Оно так и считывается, что этого не было никогда. Мгм. Да, там я вижу, там 3 сестры. Это все идет какая-то гипноз, гипнотическая привязка, и на ее так вот завязка, и оно навязка почему-то, навязка, навязывать. Навязывать. Мгм. Не было этого, Так, хорошо, Виктория. да. А, Посмотри, а есть ли у нее контракт, связанный с этой Стефани, где зацепка? Почему она еще имеет власть в ее пространстве? Это Стефани. Сейчас я смотрю. В секторе магии я слышу, слово идет такое. Люцифериада. Мгм. Так, что это за слово, что оно обозначает, Виктория? Сейчас я посмотрю. Мгм. Я вижу, что там такой в секторе магии находится треугольник, черный треугольник. А, м,
Наверху стоит Сергей, с правой стороны стоит вот это с ногой Штефани, а ну вот сюда. А с этой Мгм. стороны ам, вот это, которое я рассказывала, не звучит имени, но об этом Китае, там этот гипнотическая энергия. Так, какой-то гипнолог, Анна, да? она звучит, Анна. Мгм. да, и гипнотическая энергия. Мгм. Эта вся Да. конструкция считывается люцифериада, и оно все находится в таком шаре. Шар как будто сделан из таких прутьев, по которым что-то бегает. Ам, астролябий какой-то. Мгм. Эзотерический проект умерщвления человеческих душ. М, Мгм. Так, Виктор, давай посмотрим. Меридианы. М. Меридианы души. Поглощение меридианов души. Мгм. Так, ты говоришь, эта конструкция находится в шаре. Да. Так, а шар вот этот, что это за шар такой? Оно звучит как люцифериада, Мгм. часть сознания дьявола. По отношению к ней в секторе магии, Мгм. Сектор но магии. и очень имеет отношение к костям. Я слышу: "Кость от кости моей", какие-то слова такие, и меня сильно болит позвоночник, и рука заболела. Вот это. Вот Мгм. здесь вот этот палец. То есть я отсоединяюсь. Отсоединяйся, Виктория, поднимайся наверх. Да, я вижу, что я как бы телепатически вошла в это пространство. В этом пространстве это считывается, эта штуковина, как костяк. И я увидела себя Мгм. в секторе миссии, как это Урания, которая тоже такую штуку держала и берет это и разбивает. Мгм. И когда я смотрю на это, то я слышу наш проект. То есть не мой только, а наш, общий. Мгм. Да, а вот эта штуковина, это оно, вот смотрю, и цифериада, люцифериада, вот это то есть и также цифериада, то есть цифровой код души, оцифровать душу. Ага. Так, понятно. Магнетизм, то есть вот эти четвертое измерение, то есть это дефекты ам, третьего измерения, Мгм. они как бы закрепляются, вот это как промежуточный, эм, вот четвертое измерение, вижу там цифры, и это как прослойка, и это имеет отношение, вот это яйцо. Оно такое тяжелое, что вот так прямо движется. Вот. Мгм. Это оболочка, считывается таинственные знания, подключка к таинственным знаниям. Так. Одним словом, эзотерика. Мгм. Считываются эзотерические измышления. То есть я Мгм. вижу, что там
как бы правда своя, которая имеет отношение только к миру тьмы и к миру смерти. И снова вот эти руки что-то держат. О, Так. свечу, как будто бы такая черная палочка, и так раз загнулась. Мгм. Так, понятно, Виктория. Давай посмотрим события, когда вот этот шар э, появился у Оли впервые в любом ее из воплощений. Ну, в первую очередь я вижу в этом воплощении. Мгм. Давай. Она как будто бы лезет по лесенке, вот здесь, в секторе принятия решений, жертвенных для себя. Она как будто бы ползет по лесенке, а, ну, как люди залазят на вторую полку, например, там в поезде. Мгм. И вот такие несколько ступенек, и она вылезла и ложится, как будто бы парит в воздухе. И с сектора магии вырастает вот эта такая огромная фигура, которая считывается как Штефани. Мгм. И я вижу, а, так, а кто за ней стоит? Что это за дух такой? Так, ей Это там идут. Вельзевул, дьявол, вот это. Ага. И она вот так стоит сзади, не спереди, а Мгм. вот так сзади. И так накладывает такие черные кружочки на левый глаз, потом на правый глаз. И в этот момент от этих кружочков вырастают вот эти такие треугольники, как стрелы, в сектор магии и в сектор интерферента. Мгм. А здесь, на уровне души, я вижу арабское письмо. Там такой кружок белый, и как будто бы по-арабски что-то написано. По-мусульмански пишется. Мгм. Какое-то письмо странное. Давай посмотрим, что это за письмо. Там такой вот, вот это считывается гипноз, и такие, как провал, считывается как провал в душе, Мгм. и вот так вот идет вниз. Считывается контракт на разоблачение лжи. И сейчас М. увидела, там, где я стояла, в секторе миссии, ам, высшее я Ольги взяла, меня вот так пододвинула и сама стоит. Так. И она там стоит, но в таком каком-то сером, как будто платье серое. Эм, и вдруг, она сама от себя, вот так светлая часть там остается, а вот эта серая как будто падает вниз. Мгм. Слышу раздор, раздор, в сознании человеческом. Так, какой-то ее контракт. То есть один контракт — это Да. довериться, слышу так, довериться судьбе. Это когда она вот лезет по этим ступенькам на эти медитации, тета-хилинг. Довериться судьбе, а на самом деле довериться вот этой люцифериаде. Мгм. Потому что Так. сейчас я хочу посмотреть, что происходит, когда Посмотри, Виктория. она находится, в этом, считывается, бессознательном пространстве. То есть, ее буквально как будто вот так бросает, и она вот так летит, сознание ее, от одной стенки ко второй в таком узком пространстве вниз. Мгм. Воли нет.
безвольное состояние, поэтому она не может контролировать, что происходит, а просто поддается течению и поддается велению программ Люцифериады. Мгм. Так, хорошо. Скажи, Считывается Ольга. вот так: Мгм. игнорирование законов физики, физического. Поэтому на нее идет возмездие. То есть, она выбрала ложный путь, в том моменте, и сейчас она как бы, пожинает плоды. Мгм. Или оно звучит как возмездие. Так, хорошо, Виктория. Пусть Ольга вытащит этот контракт, когда она шла заниматься тетан-хиллингом, связанный с этим. Давай посмотрим. Ну, я слышу на подсознательном уровне, она вот так смотрит, как бы ее высшее я смотрит. Мгм. А, Вижу, как идет разделение. Ее высшее я светящееся, как ангел. А она такая серенькая, серая. И, вот так что-то держит в руках, вот этот контракт, а вот это высшее я говорит: "Я тебя разоблачу". Так, сейчас надо Мгм. посмотреть. Она держит, знаешь, как бывает, держат, какую-то бумажку с двух сторон, кто у кого вырвет. Ага. Так. А, И вижу, что с другой стороны, в секторе магии, эта бумажка, этот контракт имеет, вот там, где бумажка заканчивается, это мгм. светящаяся, там таких много-много, как присосок черных, энергии черные вот так присосались, и все тянут, Мгм. в глубину. Ну, оно вот так идет: в глубину космоса, в глубину сознания. Ну, это так можно понимать, нужно понимать, что наше сознание — это фрактальная часть, небольшая фрактальная часть общего сознания Вселенной. И так как мы себе можем представить, что во Вселенной есть какое-то нижнее пространство, то есть тяжелые энергетические, точно так же и есть такие же пространства глубинные в сознании каждого человека. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Вот эта энергия, то есть эти присоски. Я хозяину этих присосок приказываю проявиться в его пространстве. О, Кто там? 3 дня назад я даже хотела тебе сказать, но не было времени посмотреть, что это было. Короче, был какой-то сон. Мгм. И, я вижу, кто-то ко мне там пробирается. Я ему приказала проявиться. Вижу какой-то слизняк, как медуза человек. Я приказала ему, кто он там и так далее. То есть проявился какой-то, говорит: "Я белобород". Я так и не рассмотрела, кто это, там поотправляла всех в портал. Сейчас я вижу, проявляется тот же этот человек, ам, Мгм. слизняк как будто бы. Это, считывается содержимое плазмы. Вот это как это, материя этого яйца тяжелого. И Мгм. какая-то белая борода, считывается Анна. Я вижу, что идет, какая-то тройная подключка, тройная. Мгм. Черная энергия — это Сергей, серая — Штефани и белая — Анна. То есть, в этих медитациях она вот, отыскала, подключилась к их вот этим всем, а,
энергиям. Так. Мгм. Ну, не к людям. Люди — это оболочки, да, а тот дух, который они проявляют. Люди проявляют, духовность бывает или черная, или белая, то есть светлая, чистая. Мгм. Погружаться в тета-хилинг, никакого смысла нет, потому что это как йоги, медитация, точно так же. Ам, Отдавать, свое сознание, ну, звучит как на поталу, да, как бы на вольное течение этим программам, не принимая участие в этом и не контролируя ситуацию. Это противоречит вообще, как, сотворенному человеческому, а, объекту, потому что у человека есть сознательный разум для того, чтобы контролировать все процессы. Эти же М. медитации направлены на течение без контроля. Мгм. И я слышу упыри, то есть отдается, энергия своя, сознание, душа упырям. И вот я вижу вот эти подключки, как черви, которые прицепились к этому контракту. Я на него снова смотрю, слышу М. Штефани с этой стороны. И Ольга вот так вырастает, она становится, считывается образной, образной. Образный. То есть она теряет эту безобразность, вот эту, безобразность, вот эта медуза, вот это, так называемое яйцо, это энергии, буквально я слышу, отшелушивает себя, снимает. Вот, и я вижу, что я тоже выхожу с этих пространств, и мне становится уже легко. Хорошо, Виктория. Так, очищаемся от этих энергий безобразности. Да. Давай посмотрим этот контракт, который держал там с одной стороны. Там Я выше, вижу, да? Мгм. что вот эта, серая часть, Ольги, вот так, такая рука — это программы такие, говорит. Она как бы разделена. Вот светлая сияющая часть сзади, а спереди такая серая. И она вот так этой серой рукой к душе, вот там, где этот диск, и говорит: "Я разоблачу саму себя". Мгм. И появляется вот этот диск с этими письменами черными. Так, что это за диск, Виктория? Как он считывается? Я вижу, что это вот так выглядит. Она вот, лежит, а Мгм. это как провал, как дыра вот такая, и эта Ага. ее душа вот так потянулась. Это считывается как белая борода. То есть вот ее душу вот так как зацепили и потянули, и образовалась такая, ам, дорожка, а считывается как белая борода, гипнотическая. И там на конце этой бороды я вижу, что эта борода точно соответствует только перевернутому виду вот этих черных, вот эти черные из глаз, как рога считываются, вот эти подключки, Мгм. расширяющиеся, и имеют вид рогов, двух рогов. А здесь у нее как третья часть, это наоборот уходит, но тоже так вот истончается в конце и где-то на металлическом таком, шаре, вот тот, который мы видели. Там есть такие вот этот шар с таких Мгм. ребер, и на этих ребрах я видела этот шарик. И вот там такой металлический шарик на этом шаре, и там это
точка соприкосновения. Так. Вот этот Считывается, да, я вот это смотрю на эту энергию, эту бороду и слышу энергия созидания. Да, это ее энергия созидания или, как сказать, душа. И Мгм. там есть точка. Считывается, я слышу расписаться. И я вижу ту ситуацию, когда Ольга о чем-то говорит с этой Штефани, она договаривается, Мгм. а это ей врет. Она когда говорит Штефани, то у нее изо рта такие э, черные круги выходят, как бывает, я видела, как мужчины курят и такие пускают из Кольца. дыма кольца. И вот такие от нее кольца идут черные, как черный дым. Мгм. И программы Ольги в том моменте, вот они вот так как бы прислушиваются, то есть намагничивают это все, притягивает. Так. И вдруг я вижу, она осознает это. И вот там, где она лежала, на этом ложе медитационном, она начинает осознавать и видеть эти руки, объятия смерти. И она вот так, как выскальзывает из-под них и вырывает вот эту, то, что она расписалась, выхватила Мгм. с этой конструкции и прикладывает к своему будущему, как к стеклу, чтобы почитать. Вот. Там свет идет от сектора Первотворца, от сектора будущего. Она там читает, а там написано "смерть". Мгм. Так, это контракт, да? Да. Мгм. Так, хорошо. Я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться. Ам, появляются вот эти все, они Троица. как-то все связаны. В Мгм. секторе, магии вот этот треугольник, вот этот шар, в секторе интерферентов чьи-то рога черные. Приказываю хозяину рогов проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Появляется, это Вельзевул, дух. М. Считывается дух пророчеств. Мгм. Вот, дух, бессмертный, потому что он мертвый, не живой. Дух смерти, Мгм. а говорит бессмертный. Ну, то, Так, что мертвое не может уже умереть. Так, хорошо. Я приказываю хозяину этого духа проявиться в его пространстве. там где-то очень глубоко и низко проявляются, как узелки, какая-то как, человек с такими крыльями, фигура человека, как, прозрачная такая, с крыльями, с какими-то искусственными. Мгм. Это тоже Вельзевул, но другая мерность. Так, и уходит еще в глубину тот шарик, где я слышала этот звук, что стучит. Мгм. Шарик. Так, момент, какой-то момент искажения пространства, искажения души. Так, Мгм. это как портал такой, и там так раз все закручено, как узел. А от этого узла пошло расширение. Так, Мгм. а там сидит
как людоед сидит и пожирает кости. А, Вампир. Мгм. Какие-то кости. Так, а что это за кости, Виктория? Человеческие кости. Мгм. Кому они принадлежат, эти кости? Их там много. Считывается человеческим душам. Мгм. Это эгрегор такой вампиризма. М. Вампиры там сидят. Это программы, вампирические программы. Они все связаны. И вот эти 3, они тоже, я вижу, что там эти проявляются те же энергии. Гипноз. Ага. Гипноз, Гипноз. представляет, в ее пространстве Анна. Мгм. Насилие, магию представляет Сергей. Так. А Стоя. Штефани, она М. как путь, как вот это стрела, продолжение, путь, стремление, Направление. Мгм. направление, да. Так, а хозяин всего этого? Приказываю хозяину всего этого проявиться в его пространстве. Появляется жуткая какая-то сущность с рогом, где третий глаз, там рог у него растет, черный рог считывается как Люцифер, как бык, Мгм. как бычий, что-то такое, ну, все исковеркано, вот такое жуткое, а, м, ноги какие-то светящиеся, все остальное исковеркано черное. Считывается как Люцифер. Мгм. Так, понятно. Так, ладно. Посмотри, Виктория, что у него светится там? Говорит, Ольга: "Мои ноги". Мгм. И вижу, она как говорит, ну, я перевела так: "Мои ноги", оно звучит: "Мои ходить", "Мои дороги", "Мои поступки". Вот. То есть Поступки. решение. Да, то есть Ага. решение. Решение, понятно. И я вижу, там она вот так, когда я посмотрела, я увидела такой, слышу маятник и такой треугольник, в котором от стены до стены, от стенки до стенки вот так цок-цок, цок-цок. Мгм. Точно так же, Шарик. когда она пролетала вот в нижнее пространство, то ею так бросала от одной стенки к другой. Мгм. Так, хорошо, Виктория, отсоединись от этих всех интерферентов. Да. Давай посмотрим контракт. Какие условия контракта? Ну, я вижу там вот, где написано вот так смерть, от нее идет: "Я отдам всю себя". Почему так? Что на физике было? Мгм. Давай посмотрим, Виктория, что происходило в физике, когда этот контракт был подписан. Это событие. Что она думала, Мгм. интересно? Я вижу, что она, приправляет как бы это ложе, на которое ложится, приправляет, то есть она полностью расслабляется, таким образом как бы отдает себя в руки, буквально вот так, Штефани. И я вижу, как эти серые ее энергии, считывается паразитический склад ума.
Почему паразитический? Так. Считывается как отторжение себя. Мгм. Так, это у Ольги Мгм. паразитический склад ума? У кого? Это ее программы, да. То есть все Ага, программы программа. двусторонние. Программа, жертвы — это программа паразитизма на самом деле, потому что программа жертвы не признает своей ответственности, своей целостности, не понимает себя и не Мгм. понимает и других. Позволяет в свое пространство вторгаться другим и позволяет себе, не уважать, и вторгаться в пространство других. Мгм. Так, Виктория, вот эта программа, она уже была в пространстве Ольги, Да, до она была на подписания? тот момент именно на эти программы, как раз эти программы ее туда же и привели. Мгм. Так, ладно, давай с этим программой потом разберемся. Давай посмотрим еще условия контракта, на что согласилась Ольга. Снова я слышу: "Отдать всю себя". Так, а что это значит? Сейчас я вижу, что, у неё на левой руке появляется такой, символ, как будто фак, и слышу фак. Мгм. Это Так. маленький такой, имплант, который принадлежит этой Штефани. Ага. И она, вот вижу, этот, имплант, она как будто бы вставляет, он имеет отношение к этому Вельзевулу, это черный дух. И она себе вот, в промежность вставляет и выставляет, вот так движет. И оттуда потом берет и передает, Штефани, а Штефани вот так уже смешение энергий. То есть Мгм. Штефани передает, Ольге, а эти программы, жертвы, они являются общими и для, этих магических программ, для Штефани в данном случае, да. Это как тот путь, по которому я снова вижу это движение ногами, то есть эти программы — это тот путь, по которому проходят эти колдуны в пространство человека, в пространство души. И, Ольга, вот Штефани буквально выставляет этот факт вот здесь, в секторе принятия решений. И потом этот факт тут стоит, а потом время от времени раз, то, что я говорила, черная штуковина, вот поворачивается и как бы, мозги долбит. Мгм. Ага, понятно. Это Так, дух хорошо. Вельзевула. Мгм. Так, в контракте еще что-то мы должны обличить, Виктория, посмотри. Я вижу, Ольга говорит, что она говорит вот так: "Я сама во всем виновата". И вот это, а, что было разоблачить себя, то, что она говорила: "Я разоблачу себя". То есть она разоблачила вот эти серую дорожку, эти поступки, да, эти Мгм. программы, которые являются дорогой, к подсознанию и к сознанию человека. И она говорит: "Это моя миссия". И сейчас такая вижу лицо, оно уже очистилось от этих масок, и она вот так как выходит в сектор миссии Мгм. с таким светлым, радостным лицом. И снова говорит: "Это моя миссия". Мгм. Так, хорошо. А спроси у Ольги, в чем суть этой миссии ее? Для чего Но она снова пошла? она говорит: разоблачить себя,
То есть собственные программы, как все работает Мгм. внутри. И вижу Мгм. сейчас, что она вот так этот треугольничек, который вот так там маятник, эта Мгм. программа, она вот так его сверху разрывает и достает, он как маятник, вот это, шарик, который был сверху. Ам, Занятие вот маятником, это как раз, Как считывается как отбивание чести сатане, как оно отбивается от одного к другому, от одной, Мгм. поверхности к другой. То есть выискивание вот этих 2 пророчеств типа, которые соответствуют не иконам чистой вселенной, не иконам души. И вдруг я вижу, она это осознаёт, то есть нужно отменить её это решение заниматься этими Мгм. маятниками. Да, хорошо. Так, вот этот, то, что она легла на гипноз, давай посмотрим, в какой именно момент она решила пойти на это, где её, крючок, зацепка этого решения. Ну, решение, слышу, она говорит разобраться в себе. Мгм. Вот на сознательном уровне разобраться в ситуациях, но я вижу, что очень много, вот это эзотерическое мышление и программы жертвы, они как раз и увлекли, в те Мгм. темные пространства. Да, хорошо. Спроси у Ольги, видит ли она этот контракт, её решение заниматься этим. Она говорит, что видит. И я вижу, как она вынимает вот эти, рога из глаз и вот так их меняет местами. То есть Мгм. они как бы связываются вот так. И в этот Рога. момент я услышала, как такой, как будто бы разорвалось что-то. И вот эти руки, которые вот, ее обхватывали, они, как резиновые, отскочили от нее. Я ей передаю, чтобы она убрала все эти импланты. И вот эта душа, вот эта белая борода, Мгм. я вижу, что вот этот, черномор, это черная борода, это как, антипод. М. То есть Чёрный. человек теряет свою душу и тянется как бы след от его теперешнего воплощения, от теперешнего момента к тому моменту, где он, разрешил зацепить эту свою душу и утащить. И сейчас я вижу, что происходит изменения в программе, в этом эгрегоре, вампиризма. Вампиризма. Мгм. И я вижу, как, Ольга собирает свои косточки. Они как будто бы эти косточки обгладывали, разобрали на запчасти, каждая отдельно. Я вижу, как она, собирает эти косточки и собирает Мгм. свой костяк, то есть свою силу. Мгм. Хорошо. Я ей передаю, чтобы она отказалась, что ее рациональная часть хочет отказаться от принятия решений, отдавать всю себя, на поталу или на, течение обстоятельств и отдавать себя в руки этих вампирических программ. Мгм. Хорошо. Пусть она её сознанием зайдёт в те моменты, когда она принимала эти решения, отдавать её на поталу, и пусть она изменит все эти решения и покажет тебе, как она это делает. Я вижу, как эти черные, круги, которые выходили изо рта Штефани, они к ней же возвращаются. Я ей передаю, чтобы она приказывала Штефани убирать ее же руками. И вот Штефани забирает, отламывается этот палец и отламывается вот этот пиндер вот здесь.
Мгм. Ольга встает с этого ложа. Я ей передаю, чтобы она, и у нее вот этот, в третий глаз еще рог от этого. А, Ага, третий глаз. да, Мгм. и я ей передаю сейчас, чтобы она очищала все энергии, которые она возвращает себе. Вот энергии на ноги возвращаются, Мгм. и Пусть она Ольга. Ага. выходит, да, выходит с этого пространства, вот так как будто из норки выплывает вверх. Мгм. Так, вышла с этого темного пространства. Я ей передаю, чтобы она отказалась, сейчас от, любых ритуалов и какую-то книгу сжигает. Так. А вот эта книга "Урантия". Лорантия. Да, то есть это мифология, то есть это ложь. Мгм. И вижу, как эти черные круги уходят к этой Штефани. Я передаю Ольге, чтобы она очищала все ее пространство и приказывала всем колдунам и этому Сергею убирать его воздействие и этой Анне. Анне. И Мгм. вижу, как эти китайские штучки, как будто палочки и костюмчики разноцветные, все к ней уходят. Мгм. Это навязывание программ жертвоприношений, потому что ацтеки, они сердце вырывали, и они, как людоеды были. И это привязывание, навязывание этой идеи, в подсознании и в сознании Ольги для того, чтобы поддерживать эти все программы. Мгм. Хорошо, пусть Ольга проверит все ее Это пространство, все, переброс кармы. все чужеродное, пусть отдает этим эгрегорам Вельзевула, все ихнее антимира пусть отдает им туда и Она это забирает. делает и говорит, что не была я там, а это попытка перебросить на нее карму, сделать М, ее одной из этих троих. То есть вот эта мгм, троица — это как раз и есть, ам, считывается как репродукция или как картинка программ, где, обязательно трое находятся. То есть это жертва, палач мгм, и, наблюдатель. То есть и каждый из них, как колесо, меняет, свою позицию, меняет свою позу. То он сам насильник, то он потом жертва, то он оправдывает как кого-то, а кого-то осуждает. И вот эта программа жертвы так и работает. мгм. Так, Виктория, э, и пусть, так, Анна, вот этой Анне пусть приказывает тоже все забирать, ага, все эти воздействия. Ну, она это и делает. Я Ага, вижу, как, отдала? Ольга вот эти гипнотические программы, а, отваливаются от нее. Они Мгм, такого, ну, бело-молочного цвета, тяжелого такого. И вот она взлетает вверх, и вот это полностью от нее отстает, вот это мгм, яйцо. Оно просто отклеивается. Я ей передаю, чтобы она все это отправляла в портал на утилизацию. Вот она ломает, крушит, мгм, вот этот треугольник. И я вижу, как она стукнула, из своего, где высшее я, вот так как стукнула по этому шарику. мгм. Вот это. И вижу, я себя там вижу, вижу, как мы, обнимаемся. Мы обняли друг друга, радуемся. Мгм. Вот. И, так, сейчас Так. я обращаю внимание на Ольгу, смотрю, как она выглядит. Мгм. Так, палочки какие-то красные. Слышу Сергей, и ее вот так вот сюда прямо аж дышать трудно. Как будто бы Мгм. такие китайские палочки, которыми вот он проткнул ей.
Да, пятую хорошо. чакру. Давай посмотрим, когда эти палочки впервые попали в пространство Ольги. Что это за событие? Я слышу, он говорит, в секторе магии: "Я нашел тебя", ну, ее в смысле. Мгм. И вижу, что он типа ее лечит, берет, из сектора интерферентов эти программы, черные энергии и как бы накладывает ей на голову. Мгм. Говорит, что я спросила, что он делает, а он говорит, что он ее излечивает от разума. Он говорит, очень злой этот дух, он говорит, что он делает ее такой же безумной, как он сам. Мгм. И я вижу, что проявился вот этот символ человека, растянутого такого, как этот, Мишлен? нет, он вот этот, которого я увидела, слизняк во сне. А, что там Да, говорил? да, он такой Белобород? вытянутый, как Мгм. будто бы, ну, белая борода — это как бы отдельно, а этот человек отдельно. Он как будто бы слизняк. И я вижу, он затянут. Это его программы. Мгм. Считывается вот эта биологическая активность. Сейчас, что это такое? Биологическая активность. Я вижу, что это химические реакции. Ничего себе! Это химические реакции головного мозга. М. Так, а реакции на что? Считывается сопротивление, энергии сопротивления. Так, Так, энергия. Щас. химические реакции головного мозга. Так. Это как биологическая активность. Мгм. Я вижу, что это, ну, образно говоря, это такой, как, эгрегор, скажем так, или, вернее, сейчас я посмотрю. Это как лярва, Лярва. да. Это как, биологический центр подавления воли человека. Мгм. Совокупность. М, так, чего совокупность? Чего совокупность, Виктория? Посмотри. А, я слышу желаний, Так. Чьи желания? программы смерти. Так. И каких желаний? Что за желания у программы этих? Подавить, собственную волю, Мгм. поддаться, магии, уйти Мгм. от реальности, считывается погрузиться в сон. Я вижу, что вот это действия вот этих, считывается неосознанных медитаций, потому что все медитации должны быть осознанными. Они должны, иметь определенную цель, конкретную, Мгм. а не просто шастать по пространствам непонятно чего и зачем. Так, а вот эта химическая реакция головного мозга, вот эта реакция есть реакция этих программ? Этих Я программ слышу смерти? совокупность желаний умереть. Когда человек, вот я вижу, делает, свои поползновения в сторону магии, Мгм. это считывается как излишество, да, как, лишнее, это ему не нужно, то идет сопротивление головного мозга от души, которая знает, что это,
И как бы она пытается это вытолкнуть ну, это уже механизмы пошли сами, вытолкнуть за пределы своего, живого "я", Мгм. очиститься таким образом. И появилась в результате вот это, что мы видели, вот эта, оболочка, Конструкция. как, яйцо, так, которое утяжеляет. Это, причина, мне идет, вирусных заболеваний, Мгм. сопряжений с вирусом, то есть контакт. Это как вирусная программа. Мгм. Виктория, посмотри, это вот как-то и связано с шумом в левом ухе, о котором Ольга говорила? Да, это связано с шумом в левом ухе. Это, оно буквально идет вот так, как, левое левая сторона, она как раз и ответственна за программы жертвы, подчинение программам жертвы. И она как бы прислушивается к этой лярве, а она находится у нее вот где огромных размеров, там, где правая нога. Мгм. Лярва — это, можно еще сказать, как центр управления сознанием. То есть это как определенный вид сознания, который выпадает в осадок, скажем так, который, не соответствует нормам, иконам Вселенной и ее чистого пространства, и поэтому организм пытается, эфирное тело пытается это вывести за пределы, своего личного пространства. Мгм. Но так как Так. оно имеет, а, считывается как тяжи, протяжки в, глубину сознания, и сейчас я вижу, смотрю, как оно работает, где эти тяжи, их 3. Мгм. Что это за? Один с левой стороны, другой с правой, третий вот так идет черный, как хобот. И все сходится вот там где-то в глубине, мозга. Мгм. А причина вот эти, снова я вижу ее, медитации. Мгм. Так, а вот эта лярва или центр управления сознанием, который уходит в осадок, он что, где-то там должен по-хорошему, быть, утилизирован? Да, она должна его просто утилизировать, то есть очистить сознание от этих тяжей. Мгм. Там ее, сознание как будто бы вот так сидит. Мгм. И сейчас она вот так распрямляется. Я ей передаю информацию, что рациональная часть, Ольга хочет, да? Ольги, да, Ольга. она хочет, и приказывает убрать все эти подключки и утилизировать полностью эти все, тяжи Мгм. сознания и убрать саму причину. Да, пусть она откажется идти к этому Сергею, лечиться, отменит ее решение блудить, ходить по Это этому. считывается колдовской эгрегор, и я передаю, что Ольга хочет убрать навсегда этот, и бесповоротно этот колдовской эгрегор, что она отказывается принимать участие в любых колдовских ритуалах, верить в ложь, поддаваться магии и насилию, что она чистая священная душа, и она очищает свою душу до полного соответствия ее божественной сущности поконам гармоничной, чистой, священной Вселенной. Я это говорю, Мгм. и она очищается и сияет. Вот этот ее энергосфера вот так начинает сиять, увеличивается, уплотняется.
Я ей передаю, чтобы она убрала эти тяжи и все зацепки. Мгм. Пусть очищает все чужеродное, отправляет на аннигиляцию. И все перебросы кармы, потому что, я не вижу, чтобы у нее был там какая-то зацепка. Я вижу, что на нее как бы навесили, Мгм. через мнительность. Я слышу, что она мнительна, то есть принимает на веру то, что, нужно ставить под сомнение. Мгм. Хорошо. Пусть она дает карму этому Вельзевулу, этой троице, Люциферу, всем по ихним делам. Ой, как интересно. Я вижу, у нее вырастает рог из третьего глаза. Она просто своим, как рогом, энергией выталкивает эту черную всю конструкцию Мгм. и поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она, правильно распределила все энергопотоки и убрала, пусть приказывает этому Сергею убирать эти вилки красные, Мгм. что она ему ничего не должна, и он не имеет права к ней прикасаться. Что приказываем этому Сергею, пусть этот Сергей его же руками убирает все его воздействия, последствия воздействий и отдает Ольге пусть ему карму за вторжение, за ложь, за И насилие. я слышу брачный контракт, но я вижу, что это просто попытки цепляться за несуществующее уже. И она вот так плюнула на него Мгм. и Хорошо. поднялась, вверх. И так, очищаем все пространство. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, сожгла все эти чужеродные энергии, чипы, подключки. И сейчас я вижу, что снова вот эти красные энергии, как будто, знаешь, в психбольницах такими рубашками усмирительными, рукавами длинными завязывают. И я Мгм. вижу, что на ней какое-то такое, как рубашка вот здесь, именно на сердечных чакрах. Я передаю ей, чтобы она поднималась повыше и показала, когда впервые появились эти энергии в ее Энергия. Мгм. пространстве. Хорошо. Пусть Ольга поднимается повыше. Мгм. Пусть она покажет это событие, когда эти энергии появились в ее пространстве впервые. Что это за событие было? Я вижу, что она как бы медитирует в этом тета-хиллинге, а его энергии вот так наклонились и ее поцеловали в губы. Он как так вот так наклонился и поцеловал ее в губы. Мгм. Считывается смертный поцелуй. Мгм. Так, в этот момент эти энергии проникли в пространство. Да, я вижу, что появляется как усмирительная рубашка, вот эти. Мгм. А, Так, видит Ольга, что произошло? да, она видит. Мгм. Так, этот Сергей вторгся в её пространство, пусть она приказывает убирать все эти энергии. Да. Мгм. И отдает карму за это. Мгм. Хорошо, пусть очищается, поднимается вверх. И я вижу, что она своим сознанием вот так буквально будет, себя в том моменте. То есть они Мгм. ну, как бы этот момент зафиксирован этими энергиями, программами и решениями. И она говорит: "Вставай!" И себя вытаскивает. Мгм. Вижу, что переносит как в сектор первоисточника, и вот так как будто бы пополоскала, очистила. И так произошел как квантовый скачок. Вспышка,
и все это развеялось, рассевается и сыпется. Я ей передаю, чтобы она на полную аннигиляцию отправляла все, э, эти, вампирские, демонические, энергии, Мгм. возвращала себе весь ее потенциал, убирала все эти, чужеродные энергии и стирала со всех информационных полей все крючки, зацепки. Я ей передаю, что она светлая божественная душа, рожденная по конам священной вселенной, и никто не имеет права вторгаться в ее пространство, и, она пусть восстанавливает коны, э, Мгм. совершенства, молодости, гармонии, жизни, процветания в ее пространстве. Да. Пусть достанет ее эталонная эфирная ДНК, приведет все ее гены в соответствии с ее эталоном, данным Первотворцом. Я вижу, что вот эта оболочка вокруг, ее пространства, она как Мгм. будто бы была так уколота, и она отваливается. Я передаю, чтобы она убирала, любые чужеродные центры воздействия и центры управления сознанием с ее личного пространства. Вот она поднимается вверх, Мгм. прямо зазвенела, чистотой. А, и вижу, как отваливается от сектора будущего эта черная полоска. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее прошлое, настоящее и будущее от любых воздействий, чужеродных влияний, восстановила коны справедливости, чести, гармонии, суверенности. Мгм. Она говорит: "Как же долго я этого ждала". Мгм. Так, хорошо. Да, Виктория, поднимаемся все вместе максимально вверх. Да. Все чужеродное отправляем на аннигиляцию, наполняемся энергией, жизни, гармонии. Мгм. Так, давай посмотрим. Э, Ольга писала, что она часто спотыкается. Ноги как утиные. Остались ли Ну, причины этого? это и было все причиной. Мгм. Все, что мы видели, вот ее там эти ноги были. Но сейчас это, причины ушли. Хорошо. Так, Ольга хотела посмотреть ее бедро и ответить, справится ли она сама или стоит ли обращаться к остеопату, к доктору. Мне идет, что к доктору нужно обращаться всегда, к нормальному доктору, потому что, может, это, идет истирание, суглоба, может, это диета нужна какая-то. Самолечением заниматься нельзя. Мгм. То есть о теле нужно заботиться. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, хорошо. Давай посмотрим на Ольгу, как она выглядит. Сейчас она выглядит как, шар сияющий. Мгм. Так, ну, Считывается гармония. отлично. Хорошо. Спроси тогда Ольги, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Она говорит: "Вы посмотрели чудесно". Мгм. Так, можно еще, Виктория, на 3 минуточки? Ты как-то смотрела книга Урантия, какая-то мифология. Эта книга, она м, что из себя представляет эта книга? Я слышу обман. Мгм. Обман. Так, а кто этот обман написал? Кто автор этого обмана?
Приказываем проявиться. Проявляется. Так, ты хочешь, чтобы я книгу нашла эту? Нет, вот этого автора, кто ее Ну, написал. автора, подожди, он же должен быть к книге привязан. Мгм. Давай найдем тогда книгу сначала, Виктория. Отсоединиться от Ольги? Да, Виктория, отсоединись от всех и всего. Да. Мгм. Значит, ты найди эту книгу Урантия в ее первозданном виде, когда она была написана. 1, 2, 3. Ну, я слышу эзотерика. Мгм. Так. Кто автор этой книги написал, приказываю ему проявиться в соответствии с его физическим ДНК. Так, в секторе магии по отношению к этой книге находится такой, как рог черный, так Мгм. отрезанный четко, и вот уходит острием туда вниз. А на этом острие, а на этом вот, как на площадке в секторе магии, как Мгм. черт пляшет. Считывается заморочка. А кто автор? Кто автор? Приказываю ему А, проявиться. Появляется какой-то человек в черном весь, и на голове черная, как котелок, шапка такая какая-то. Мгм. Ч- Приказываю этому человеку называться, как его звали на тот момент написания книги. Он какой-то чернец. Или ченец, или чернец. Мгм. Так. Я слышу писарь. Имени не идет. Мгм. Виктория, считай информацию. Мы как-то знаем этого писаря. Там также какие-то идут и женские энергии. Мгм. Ясно. Ну ладно. Понятно, значит, обман. Не будем тогда погружаться в этот вопрос, Виктория. Да, Отсоединись от этого, от этой ситуации, от этой книги. да, отсоединяюсь. Мгм. Поднимайся максимально вверх. Так, ну все, и тогда с Ольгой мы все сделали. Хорошо, Виктория. Проверяй твое личное пространство. Да, отсоединяюсь от всех и всего. Мгм. Отсоединяйся от всех и всего. Все чужеродное на аннигиляцию. Да. Наполняйся энергией жизни, гармонии, любви и процветания. Мгм. Мгм. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.